Мы можем начать лепить волосы, добавив сферу в центр головы после этого. Мы можем толкать поверхность сферы внутрь и наружу, чтобы определить базовый уровень волос. Не забудь включить динамическую топологию. Конечно, я использовал для этого кисть с глиняными полосками, чтобы быстро придать шару объем для справки. Ты можешь посмотреть линии роста волос в Google или где-нибудь еще, чтобы получить краткое представление о том, где именно у них растут волосы на голове. Как всегда, большие изменения можно внести с помощью кисти Grab или Snake Hook. На данный момент я в основном просто набрасываю возможные прически для волос. Сначала я думал, что кудрявая прическа будет выглядеть наиболее естественно. Поэтому я использовал кисть для рисования, чтобы нарисовать волнистый узор на волосах. Тогда это приведет к другой сфере для булочки. В качестве альтернативы ты также можешь сделать конский хвост или любую прическу, которую захочешь для более длинных прядей волос. Я использовал модификатор кожи. Что в основном делает модификатор кожи, так это создает трубу из каждого ребра с меньшим количеством геометрии, поэтому если вы перейдете в режим редактирования, выберите все и объедините выделения в одну точку со старым М. Мы можем отсортировать выдавливание линий вихрей и ребер с помощью кратчайшего пути. Если мы затем добавим модификатор кожи, эти края превратятся в толстые трубки с гранями одинакового размера. Отрегулируй толщину каждой вершины. С помощью элемента управления A вы можете добавить модификатор подразделения под модификатором кожи в стеке модификаторов для дальнейшего разделения и сглаживания результатов. Ты также можешь добавить один над модификатором кожи, и это сделает исходные края более разделенными и гладкими. Ты даже можешь разветвлять линии. Ты даже можешь разветвлять ребра, исключая их, но помни, что это может привести к очень уродливой или даже нарушенной геометрии. Так что это немного сложно сделать, но это очень хороший вариант. Добавь больше точек к краям, используя ярлык управления, используя инструмент вырезания петли или разделив выделение в контекстном меню, которое снова является правой кнопкой мыши для выбора левой кнопкой мыши или W, когда вы используете выбор правой кнопкой мыши. Если ты не видишь результат модификатора Skin, то скорее всего это потому, что одна вершина все еще должна быть установлена в качестве корневой. Выберите одну из вершин и нажми на метку. Проложи маршрут в интерфейсе модификатора кожи, чтобы устранить проблему. Как только ты будешь готов лепить на клочках волос дальше, ты можешь применить все модификаторы и продолжить оттуда. Особенно для этих тюбиков с волосами. Очень важно управлять громкостью. Ну вот почему мои наиболее часто используемые кисти в этом случае надувные и гладкие, чтобы снова увеличить или уменьшить объем этих отдельных трубок. Как только у тебя будет приблизительное представление о том, как выглядит голова и волосы, ты можешь добавить цвета вершин к объектам, заполнив один цвет с помощью Shift-K, чтобы я не повторялся с другим. Видео.
Ты можешь перейти по ссылке в описании к руководству по моей серии скоростных скульптур в облаке Blender. Там я объясняю немного больше теории техник лепки волос и блендера, а также как получить более привлекательные формы и более привлекательный поток от этого.